Игорь служил в армии в Средней Азии. Оттуда он вернулся с огромным темно-коричневым псом, породы немецкая овчарка. Пес слушался Игоря беспрекословно. Казалось, ему вообще не надо ничего говорить, достаточно только посмотреть в его умные глаза и слегка кивнуть головой, а пес уже знал, что нужно делать. На вопросы друзей, откуда ты взял этого монстра, Игорь отвечал неохотно. Говорил только, он мне жизнь спас, и он не монстр. Услышав тон Игоря, друзья больше не расспрашивали про это. Ходили слухи, что пес нашел раненого Игоря в горах и притащил его в санчасть. Да так и остался при парне. Гуляли они по вечерам довольно долго, по 2 часа, а то и больше. Пес хоть и огромный, а ходит тихо, что по траве, что по асфальту. Бывало, выглянет из кустов, посмотрит направо, налево, увидит силуэт Игоря и опять в кусты. Если девушка мимо шла, то взвизгивала от неожиданности, а мужики крепко матерились. Игорь знал, что пес не сделает ничего плохого человеку, поэтому только посмеивался. С кличкой только у собаки была небольшая проблема. Когда он появился, никто не знал, как его зовут. Но за умный взгляд и обдуманные поступки Игорь называл пса мудрой. Он никак не реагировал, только ухо поворачивал в сторону. На голос подходил, на свист или похлопывание по ноге. Игорь думал, что привыкнет потом. А кто-то из местных подсказал, что на одном из восточных языков «мудрый» звучит как «Мурза». Игорь попробовал крикнуть «Мурза». Пес сорвался с места, будто ждал. Ну, Мурза, так Мурза, а по-домашнему «Мурзик». Бывало, уже пора домой. Игорь орет на всю улицу «Мурзик, Мурзик». И бежит, ломая кусты и маленькие деревья, огромная псина под 80 килограмм. Бабульки во дворе сначала думали, парень кота ищет, пока к нему пес не подбегал. Поводок Игорь не признавал принципиально, считал, что это унижает собаку. Благодаря Мурзику он и познакомился с Людой. Собака по обыкновению выглянула из кустов. Девушка вздрогнула, но не завизжала. Игорь извинился, а девушка сказала, что у нее тоже собачка есть, и достала из сумки чихуахуа. Игорь смеялся на всю улицу. «Это разве собака?» — говорил он. «Мурзик, проводим девушку домой, чтобы ее такой страшный зверь не загрыз». Вскоре Люда переехала к Игорю. Девушка показала себя вообще не с лучшей стороны. Все время пилила Игоря насчет работы, да насчет денег. Ругались они часто. Все чаще Игорь гулял с Мурзой подолгу, только бы домой не приходить. А выгнать Люду почему-то не мог. Собачка ее оказалась под стать своей хозяйке. Мурза трогать ее не собирался, он вообще ее не замечал. А она, проходя мимо, начинала визжать, как поросенок, и трястись. Игорь сам видел, Мурзик спал, а собачонка, проходя мимо по коридору, такой визг поднимает. Люда бежит из кухни, хватает свою питомицу на руки, и начинается скандал. «Да твоя псина покалечит мою деточку когда-нибудь. Боня моя не может жить в таком стрессе» и так далее. Заканчивалось все словами, что когда-нибудь этот монстр всех здесь сожрет. Почему-то Людмиле Игорь не говорил, что Мурзик не монстр, молчал просто и уходил гулять. Вскоре Люда забеременела. Игорь радовался, как ребенок, у него будет сын, а может и дочка. Люду он носил на руках, все прихоти исполнял. Боню эту гулять даже водил. Игорь хотел жениться, а Люда не согласилась. Как матери-одиночки ей пособие положено большое, да и фамилия Игоря ей не нравилась. В общем, закрыли они эту тему раз и навсегда. Родился Вася. Вот тут-то и начался самый ад. Коляску не поставить, собака мешает. С ребенком не пройти по коридору, через собаку не перешагнуть. Закончилось все ультиматумом. Или собака, или они с Васенькой. Сын скоро ползать начнет. Хочешь, чтоб собака его за лицо цапнула? Аргументировала Люда. Игорь вышел с Мурзой из дома. Сердце кровью обливалось. Вот что ему делать? Куда он пса денет? Тот жизнь ему спас. Уйти, что ли? К друзьям податься? Может быть, обратно в Азию? А ведь дома Васька. Как будет сын без отца? Игорь Ваську любил, да и к Людмиле привязался как-то. Игорь прицепил собаке поводок,
Мурзик удивился. Если бы мог сказать, то произнес бы: «Хозяин, ты чего удумал?» Дойдя до вокзала, Игорь сел на ближайший пригородный автобус, взял билет до конечной станции, даже не представляя, сколько ехать, лишь бы как можно дольше. На конечной остановке вышел и пошел с собакой в лес, пройдя какую-то деревню. В голове туман. Зашел подальше, сел и разрыдался, как младенец просто. Мурзик не понимал, что вообще тут происходит, в чем он провинился и почему хозяин плачет. Он сидел просто рядом и смотрел. Игорь просидел так всю ночь. Потом услышал, как по дороге первый утренний автобус приближается. Встал, не глядя на собаку, и привязал поводок к дереву, под которым сидел. Сказал только: «Прости, друг, так надо». И побежал к остановке, запрыгнул в автобус и уехал. Мурзик ничего не понял. Но если хозяин так сказал, значит так надо. Он ждал. Ждал весь день. Ему хотелось есть и пить, но он не мог ослушаться хозяина. Настал вечер. Мурзик стал понимать, что что-то тут не так. Он начал дергаться, поводок стал его душить. Мурзик начал выть. Глухо, тяжело и протяжно, вкладывая всю боль в этот вой. В этой маленькой деревне бабки крестились. Что же это за чудовище в лесу? Мурзик выл 3 ночи. 3 ночи Игорь не приходил домой. Ходил вокруг дома, бродил по улицам и ненавидел самого себя за все это. А в деревне, в крайнем доме жила Надежда, обычная девушка-сирота. На 3-ю ночь она пошла на вой. Невозможно было это слушать. Она нашла Мурзика, отвязала и увела к себе домой. Собака пила воду минут 10, потом окинула взглядом комнату, легла и уснула. Рано утром Игорь решился зайти домой. Вася спал в кроватке. Людмила в кровати в обнимку с мужиком каким-то. Игорь подумал, что дверью ошибся. В глазах туман. Стащил с любовников одеяло. Людка вскочила и завизжала. Мужик стал спешно одеваться. Людмила причитала что-то, куда он со своим монстром свалил. Игорь тихо сказал: «Пошла вон». Уговаривать ее не надо было. Она уже кидала свои вещи в сумку. Стала собирать и вещи ребенка. «А сына не тронь!» — почти прокричал Игорь. «Да еще чего!» — язвительно крикнула Людмила. Как только Игорь заметил, что мужик тот не ушел, а в коридоре стоит и смотрит на него так пристально. «Ты это, не бушуй, хозяин. Васька вообще-то мой сын. У нас и документик имеется». Он полез в карман. Игорь схватил куртку и выскочил из квартиры. Он бежал на вокзал, не останавливаясь и не переводя дыхание. Он забыл, куда ездил тогда с Мурзой. На стоянке были автобусы. Игорь начал бегать от автобуса к автобусу и спрашивать у водителей: «Мужики, кто меня с собакой сотвозил?» Игорь с надеждой вглядывался водителям в лица. Наконец, один вспомнил его и подсказал, куда ехать. Игорь приехал к тому месту, где предал друга. Он носился по лесу и орал: «Мурзик, Мурзик, Мурза!» Он представления не имел, где оставил свою собаку, своего спасителя, друга. Выбившись из сил, Игорь упал и снова зарыдал, как в ту ночь. У Игоря сдали нервы, он лишился чувств. Надежда гладила по голове спящего пса. Вроде ухоженный, не тощий, потерялся, может. Пыталась найти ответы девушка. Ага, и сам себя к дереву привязал. Вдруг пес поднял голову и настороженно повел ушами. Он вскочил и начал неистово скрести дверь. Надежда открыла, пес вылетел из дома и скрылся в лесу. Через какое-то время Надя увидела, как пес, выбиваясь из последних сил, тащит из леса человека. Господи, так кто же это? Где пес его взял? Девушка подбежала и осмотрела мужчину. Он был без сознания, губы синие, у него явно были проблемы с сердцем. Девушка закрыла пса дома и сбегала за фельдшером. Игоря привели в сознание, и Надежда позвала его к себе. Когда он увидел в комнате Мурзика, то упал на колени, обнял собаку и начал извиняться. Мурзик смотрел на него и пытался облизать лицо. Собаки не злопамятные. Собаки могут все простить. «Твой пес, что ли?» — спросила Надя. «Да, мой Мурзик. Мурза зовут. Он мне в армии жизнь спас,
— ответил Игорь. «Так что ж ты его в лесу оставил?» — допытывалась тогда Надя. «Я просто идиот», — ответил Игорь. Надежда согрела чайник и предложила Игорю пообедать с ней. Он только сейчас понял, что не ел уже несколько дней. Он разговаривал с новой знакомой. Девушка была спокойная и симпатичная. Игорю вдруг захотелось рассказать ей все. И он поведал историю армейского спасения, знакомство с Мурзиком, как имя ему выбрал, про Людку рассказал и про Васю, которого считал своим сыном. Надежда слушала и улыбалась. Игорю еще никогда ни с кем не было так легко и хорошо. Под вечер Игорь собрался уезжать. Направился к выходу и привычно похлопал по ноге. Мурза не двигался с места. «Ты что, малыш? Мурзик, домой!» Игорь потянулся за поводком, пес лег. «Мне кажется, он дома», — сказала Надя. «Мне кажется, я тоже», — ответил Игорь. Вот такая трогательная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.